Если смотреть на историю тех, кого преследуются, то это уже давно не только политические деятели или видные блогеры, но и пенсионеры, рабочие заводов, студенты. Даже вот, по-моему, самый молодой, преследующийся по одной из 2 статей, ему 16 лет сейчас, и вот он помещен в СИЗО. Когда начинаю думать о пострадавших семьях, это действительно, как вот вы рассказали, это дело семьи Москалевых, где девочка Маша, 6-классница в школе, нарисовала антивоенный рисунок. Преследовали за это ее отца, и он попытался покинуть страну, но безуспешно, и он сейчас находится в колонии. Семья Роуз, например, это семья Марии и Ричарда Роузов, это семья из Кирова, у них есть маленький сын. Они оба преследуются по статье о фейках. Муж, к сожалению, вот в эту субботу получил срок. Он был размещен в СИЗО сразу же, и он оказался в колонии, ему дали 8 лет лишения свободы. Оба члена семьи Роуз размещены в систему Росфинмониторинга как подозреваемые в преступлениях о терроризме. Почему это тоже губительно? Потому что с этой системой у тебя блокируются всевозможные банковские карточки, имущество на территории РФ, оно вот как бы арестовано. То есть женщина здесь сейчас, по сути, без средств к существованию. Тоже очень печальная история про то, как женщине пришлось оставить мужа позади, в стране, в колонии, и бежать вместе со своим сыном, чтобы ее не посадили вместе с ним, чтобы сын не остался вообще без родителей, тоже где-то в детдоме или в интернате. То есть это история, которая просто разрывает сердце.